Всем огромный привет! С вами вновь Алена Пестова, вы на моем YouTube-канале. И сегодня мы поговорим на самую, наверное, важную тему, с чего нужно начинать каждому мастеру-бровисту. Что должно быть у него на столе, когда он только приступает к своей новой профессии: мастер-бровист, мастер перманентного макияжа, как вы называете себя, мастер лами. Все эти инструменты, про которые я сегодня буду говорить, однозначно должны быть у каждого из мастеров, которых я перечислила ранее. Давайте начнем. Я сейчас вспоминаю себя 13 лет тому назад. Тогда не было вот этого списка и алгоритма того, что должно быть у каждого мастера после того, как он выходит со своих обучающих курсов. У нас на курсе есть прям этот алгоритм в учебнике, он написан, что нужно взять, где взять, это все есть. И обязательно, после того, как я это проговорю, обязательно внизу под этим видео дам ссылки, где купить все эти расходные материалы. Поэтому досмотрите это видео до конца, и я обязательно расскажу лайфхаки, которые должны быть у каждого из этих специалистов. Сейчас я проговорю то, что должно быть у каждого мастера перманентного макияжа на столе. И, понятно, затрону обязательно мастеров-бровистов. С чего я бы начала мастеру перманентного макияжа? Это однозначно машинка для перманентного макияжа. И, понятно, блок. Блок подключается к машинке, и без этих инструментов вы не сделаете перманентный макияж. Вы сейчас спросите, какую машинку выбрать и как ее выбрать. Собственно, буквально недавно я уже рассказывала о том, какую машину выбрать мастеру перманентного макияжа. Смотрите это видео обязательно, оно есть на моем канале, и, понятно, там задавайте вопросики. Там я прям четко рассказала, как выбрать, какой узор будет давать машина. В общем, такая вот история, которая вам обязательно пригодится. Вам нужно ее знать. Такие вот есть инструменты, которые позволят вам запечатлеть на камеру красиво и сделать продающие кадры. Поэтому вот эта вот линза, она должна однозначно быть у каждого из этих специалистов. Линза надевается на телефон обычно, и при помощи таких красивых и классных линз получаются крутые съемки, которые вы увидите здесь. Я уже делала ранее видео, это видео есть на моем YouTube-канале, как снимать на линзу и как настраивать настройки телефонов, поэтому обязательно смотрите это видео, оно есть. И, конечно же, подпишитесь обязательно на мой канал и будьте в топе всех новостей. Я там буду рассказывать скоро очень много интересных лайфхаков, как снимать, как монтировать, поэтому вы должны быть вместе с нами. Поехали дальше. Самое главное, сегодня очень многие мастера задаются на тему того, нужно ли стерилизовать пинцет. Пинцет должен быть стерильный. Да, даже если вы подщипываете бровки и не видите крови, есть лимфатическая жидкость, которая выделяется, которая невидима глазу. И поэтому очень важно стерилизовать все пинцеты. Давайте я проговорю сразу же очень важный момент. Я даже знаю таких мастеров, очень многие обманывают, даже не от скупости, от незнания, может быть, от экономии, от какой-то непонятной. Мастера, засовывают туда вновь пакетики и пытаются каким-то образом обмануть клиентов или себя, я не знаю, в общем, с чем это связано. 3-копеечный пакет, у него есть такой индикатор, который показывает, полный ли процесс стерилизации инструментария прошел непосредственно после обработки. Понятно, сначала надо замачивать, просушивать, потом закладывать и определенное количество времени стерилизовать медицинский инструментарий в сухожировом или в автоклаве в этих шкафах и в этих установках. Здесь есть такой индикатор, который показывает, понятно, момент того, что этот инструмент стерилизован. Еще есть такой журнал, который мы должны вести, в котором отображаются все процессы, которые производились с данным инструментом. Я просто сразу же хочу сказать, пинцеты мы купим, а в чем стерилизовать? Вот эти китайские есть маленькие, но я не до конца уверена, что вы при помощи этой маленькой установки сможете произвести полноценный процесс стерилизации. Не факт, что там поднимется температура до определенного режима. Должны быть стерилизаторы сертифицированные, большие шкафы, но я пока продолжу. Если у вас нет этой установки, и это определенный бюджет, который нужно затратить начинающему специалисту, и не у всех сегодня есть бюджет для того, чтобы стартовать, заменит ваш пинцет вот такая вот нить, при помощи которой можно хорошо подщипать брови, либо воскоплав, который тоже нам, собственно, нужен. Можно заменить на вот эти простейшие приборы, на простейшие инструменты, которые не нужно стерилизовать, и процесс работы будет абсолютно безопасным. Нитка, и, понятно, немножечко навыка для того, чтобы это подщипать и сделать это грамотно, без травматизации кожи. Вот вам. Еще есть 2 нитки, которые
пропитаны красящим веществом. Вот одна черная, которой можно там отрисовывать эскизы на бровях, она черная, вот она пачкает, да, сразу же очень яркая, насыщенная. И белая. Белой ниточкой мы можем также рисовать эскиз бровей, можем там делать эскиз губ, если нужно будет, если вы мастер перманентного макияжа. Два инструмента незаменимых, которые позволят вам делать красивый, грамотный эскиз. И самое главное, делать продающие залипательные видео, которые помогут вам в продвижении в Инстаграме и на YouTube-канале и в ВК. На смену этим нитям, я вот, допустим, любитель и классик отрисовки эскизов при помощи карандашей. Я могу рисовать там волоски, если я что-то художественное буду отображать, да, в эскизе. Ну и понятно, что при помощи этих же карандашей мы можем сделать красивый эскиз, рамочный, когда будем делать перманентный макияж. И неважно, если вдруг мы будем делать окрашивание бровей хной или краской, без чего не может строиться эскиз. И бровисты это тоже используют, это очень крутые кисти от компании AP Group Nice, которые помогут сделать вам, ну, гениальнейший эскиз. Визажистам тоже такие кисточки подходят, топчики, у нас есть визажисты, которые пользуются этими кисточками и, ну, максимально кайфуют. Это кисти, которыми можно выделять приконтурное пространство, а также, допустим, вот эта кисточка маленькая, я ею внутри, там, где я буду очищать поле для работы, внутри подтираю с целью того, чтобы вычистить и сделать так, чтобы кожа, на которой я буду работать, процесс перманентного макияжа, это такая история травматичная, я вычищаю аккуратно средствами гигиеническими и убираю излишки грязи и красящих веществ при помощи малышек вот таких. Это могут делать и бровисты. Сделали прокрас, сделали эскиз и при помощи кисточки убрали излишки того, что вам мешает для процесса раскрашивания. Если вы мастер-бровист и хотите увеличить свой доход, то я советую вам присмотреться к профессии мастер перманентного макияжа. Вот эта профессия однозначно увеличит ваш доход. А если вы пройдете обучение в моей Академии 6.9, то получите, конечно же, базу знаний, стартовый набор, куда входят все расходные материалы, машинка для перманентного макияжа, а то и две. Если вы хотите узнать цены, переходите по ссылке под этим видео и оставляйте заявки на бесплатный тест-драйв профессии. Напоминаю, что мы находимся в Казани и в Москве. Ну, давайте честно. Сейчас вы подумаете, что мастер перманентного макияжа, да я так офигенно зарабатываю на своей профессии мастер-бровист. Делаю легко, быстро, ну и мне, в принципе, достаточно. А вот это очень сильно зря. Потому что, ну, представьте, давайте просто сравним. Делаем брови, коррекцию окрашивания бровей за 1000-2, а то и 3, если это топ. А мастер перманентного макияжа и одна услуга перманентного макияжа стоит 30-60 тысяч рублей, если ты топ. На старте 10-15 тысяч рублей. И что я вам здесь хочу сказать? Да, если начинающий специалист, то, конечно, возможно, вы не поставите себе чек на старте там 10-15 тысяч рублей, потому что, скорее всего, вы не знаете, что такое форма. У мастеров-бровистов есть все. Есть знания, есть навык, есть понимание того, как должна выглядеть форма. Есть даже понимание того, как должен быть уложен цвет и как должны расставлены быть акценты. Поэтому вы уже наполовину являетесь мастерами перманентного макияжа. И сейчас самое главное — освоить эту профессию именно в техническом ключе и зарабатывать гораздо больше. Подумайте на эту тему и рекомендую вам все-таки присмотреться, потому что это максимально, понятно, расширит вас, и вы будете расти в доходе и в навыках, конечно же. И я люблю очень сильно делать эскизы при помощи кистей и обычного консилера. Кстати, скоро консилер тоже у нас в компании появится, мы уже его прям ждем, буквально через пару недель он будет в продаже. Вот, мега стойкий. Пока мы используем обычный L'Oréal. Раньше использовали любимый консилер Catrice, который испортился, непонятно, что с ним стало. Сейчас вот лореальский, стойкий, хороший, который очень красиво подчеркнет эскиз, уберет тени в работе и покажет мастеру, любому мастеру, асимметрию, которая получается, и уберет грязь, если вдруг вы где-то там немножечко мимо сквозанули. Ну и, конечно же, дальше. У нас есть вот такие вот подставки. Кстати, это одноразовая подставка. Наше изобретение. У меня эта боль возникла после того, когда я на одном из своих мастер-классов увидела подставки грязные у мастеров. Там краска, и я понимаю, что если там есть краска, там есть и биологическая жидкость. И мы разработали обычные подставки, одноразовые подставки, черные, стильные, да, особенно для мастеров. Мы ставим капсы,
большие и маленькие, наливаем красящее вещество. Сюда анестетик, допустим. Эта подставка также подходит для бровистов. Вы можете, бровисты, вообще легко пользоваться ею. Отработали, выбросили. Отработали, выбросили. Вам не нужны медицинские подставки, которые нужно стерилизовать. Вы экономите время, вы экономите денежные средства. Отработали, выбросили, вам не нужен стерилизатор. Удобно, легко и очень комфортно. И сейчас, собственно, я перейду уже непосредственно к тому, что должно быть у каждого. Я перейду к еще одному средству, которое, я считаю, должно быть у каждого специалиста на столе. Это регенерирующие составы, которые снимают воспаление, красноту, болезненность, травматику. Это средство, которое разработала также компания, средство регенератор Nice Balm, который круто восстанавливает кожу и регенерирует ее в процессе. Если есть какие-то запиночки, синячки, травмочки, это тоже все купируется. И самое красивое, что я могу здесь проговорить, я прям себе позволю туда залезть рукой. Оно очень красиво блестит, особенно если это будет речь идти про перманентный макияж губ. Да, мы сделали, нанесли его, и он прям дает красивый перламутр, который также вкусно можно продать. Вот, это Nice Balm. И он есть в маленьком, в большом объеме. Что в этом самое кайфовое? Во-первых, вы сюда можете нанести свой бренд. Мы делаем контрактное производство для большого количества специалистов, которые действительно нуждаются там в пиаре и в прокачивании личного бренда. Маленький и большой. К нему в пару мы разработали еще очень крутое средство. Это успокаивающий тоник, который снимает красноту после воска, перещипывания, когда вы подщипали брови, сделали коррекцию бровей. Обычно кожа после подобных манипуляций краснеет в месте работы. И вот этот вот тоник мы наносим под пленку на 10 минут после манипуляций. Закрываем пленочку, создаем безвоздушное пространство, и у нас кожа выбеливается. Результат здесь, посмотрите. Еще одно топовое средство – это охлаждающий гель Nice от компании AP Group, который очень хорошо снимает болезненность, очень хорошо выбеливает кожу. Это средство подходит для работы, когда мы делаем процедуру перманентного макияжа. Средство хорошо сужает сосуды, и, соответственно, конечно же, снимает болезненность. Хорошая пролонгация. Наносим один раз и также под пленку или под Nice Balm. И работаем легко и просто в течение прямо 1 часа. Она держит хорошо и no problem, как говорится. Вот такой вот состав. Довольно-таки обычная стильная баночка. Липашечка такая красивая. Вот прям 100% нужна каждому мастеру перманентного макияжа. Конечно же, незаменимый Nice гель Brow Flow, который ни в коем случае, конечно же, нельзя наносить после процедуры перманентного макияжа, но после того, как вы сделали красивую укладку, это средство круто просто поставит брови для кадра. Вы, собственно, также можете наносить на упаковку свой бренд, продавать его, и ваши клиенты останутся прям максимально в кайфе, потому что это самое топовое средство, которое мы создали. Очень здорово, держит фиксацию бровей, и вам не нужно заниматься ламинированием, то есть это очень крутая штука. Вот. Это средство особенно здорово подходит для всех тех, кто заморачивается на тему создания продающего контента. Обязательно эти лайфхаки и ништяки, простейшие инструменты, которые должны быть у вас, у каждой. Поехали дальше. Понятно, что должна быть пищевая пленка для того, чтобы вы создавали безвоздушное пространство. Не мне вам об этом говорить. Ссылочку обязательно прикреплю. Они такие маленькие. Раньше мы, когда начинали все эти истории, у нас был вот такой вот рулон, пищевая пленка, и мы ножом это все пилили на маленькие участки, чтобы не отрывать, потому что это был такой гемор просто. А сейчас создали, знаете, ловите и кайфуйте. Следующее — это бандажная лента для обертывания машинки для перманентного макияжа. И вообще, в принципе, вы знаете, да, то, что вы можете все что угодно обернуть. Один из вкуснейших моментов, вы, наверное, знаете, что сегодня очень многие стараются все обернуть вокруг, чтобы ни в коем случае никакая зараза не пристала к мастерам или к их клиентам. Сейчас очень грубо сказала, да, но действительно сегодня очень многие оборачивают при помощи вот таких вот самоотрывающихся, слава богу, ленточек, пищевых пленочек. Вы можете так вот заворачивать. Это, короче, очень удобная история. Можно наклеивать ее на блоки. Сейчас покажу. Показываю. Такие вот блоки, допустим, есть у мастеров перманентного макияжа. Вот так вот мы отрываем ленточку,
чтобы в пакетик эту всю историю не оборачивать. А наклеиваем и кайфуем в процессе работы. Для чего это надо? Ну, во-первых, это безопасно. Не знаю, насколько, конечно, это вас не спасет, если вы не делаете протирание двойное после каждой процедуры, особенно если вы работаете с кровью. Если у вас клиент пришел и у вас очень чистый стол, к вам всегда максимальное доверие. Поэтому я люблю закрывать все эти зоны для того, чтобы оборудование, которым мы работаем, оставалось длительное время в идеальнейшем состоянии, чтобы там не было никакой грязи, чтобы это выглядело вкусненько. Очень вкуснейший аромат. Им можно обрабатывать руки, особенно если вы перекурили. Вообще, на самом деле, я рекомендую каждому мастеру, дорогие друзья, обрабатывать руки после того, как вы поели. Еще меня очень сильно раздражает, меня просто в хлам раздражает, когда я прихожу на массаж. Мне делает массаж массажистка, а у нее от рук пахнет луком со вчерашнего дня. Ну, типа, она же готовила. Я вообще эту историю не могу терпеть, мне прям рыгать хочется, честно. Поэтому я очень сильно настоятельно рекомендую, но есть всякие приблуды, если ты мастер, который работает близко очень к носу и там с ручками, без перчаток. Даже через перчатки иногда чеснок и лук просачивается. Я рекомендую вам вот эти приблуды найти. Там есть всякие штучки, щеточки. Или же найти станки, которые автоматически нарубают лук. Потому что это исключение из правил. Я считаю, что это не должно быть вообще, в принципе, у массажистов какой-то посторонний запах. И у бровистов, и у массажистов. Но я сейчас говорю особенно массаж и лицо, когда луковые руки смешиваются с маслами. Бля, ну это вообще как бы too much. У меня разный уровень был достатка, и у меня в детстве было такое, что я ходила там в Лавену около дома, и там вот эти мастера, у которых пергидрольные волосы, да, которые стригут тебя, они вот покурили около этого входа, ну, они тебя встретили, перекурили, но и до сих пор это есть, что там говорить, да? И заходят, они не моют руки, и они начинают тебя стричь. Вот это вот я просто сейчас до сих пор вспоминаю этот запах этой лавены парикмахерской около дома, где пахло средством, которым выбеливали волосы, перекись там с чем-то смешанная для химической завивки. Она стоит перекуренная, от нее пахнет еще такими духами. Раньше они на базаре продавались в виде розочки такие. Но я не знаю, помните вы это или нет. Если помните, напишите обязательно в комментарии, поржем вместе. И вот она стоит и стрижет себя, короче. Стрижет себе волосы, а это просто букет из ароматов. Но это ужасно. И по сей день это есть, поэтому я все-таки рекомендую простой санитайзер с ароматом. Если ты куришь, побрызгала, зашла, и это при смешении там даже немножечко табака и приятных дорогих ароматов, у тебя получается хороший букет, от которого можно даже кайфануть, короче. Вот так. Мы вообще заморочились, у нас тотально черные столы, конечно, мы работаем с краской, мы стелим все черные даже салфетки, черные перчатки, чтобы это было и в кадре красиво. Мы заморочились на тему таких вот упаковок черных, всех тотально черных, да. Туда мы добавили авансепт, средство, которым мы протираем поверхности, столы, стулья, лампы после каждого клиента. Двойное протирание разными новыми салфеточками. Вот, здесь у нас тоже вот она. Вот она. Она, кстати, тоже очень вкусно пахнет. Каждый бьюти-мастер, неважно, работает он с биологической жидкостью или не работает с биологической жидкостью, обязан просто производить после каждого клиента гигиеническую санитарную обработку зоны, на которой он сидел. Это обязательное условие. И чем правильнее будет произведена эта обработка, тем больше плюсов непосредственно к вам. Обработали, человек видит, он максимально доверяет, это происходит на бессознательном даже уровне. Короче, такая штука. И вот это, чтобы банка большая не стояла авансепта, ну, мы здесь сюда вот ее, да, заморачиваемся, наливаем, но это, по крайней мере, стоит на столе, не занимает много места, но при этом перчатки. Мастер надевает перчатки в процессе работы, неважно, бровист это или ресничник, да, надевает перчатки. Перчатки тоже нужно обработать, особенно если ты стул поднял, или отошел туда, или за телефон схватился. Делайте сразу же, берете баночку, обрабатываете перчатки перед клиентом, чтобы он понимал, что руки чистые. У нас, допустим, в салоне уровень клиентов, которые приходят, чуть выше среднего. Многие там, допустим, в Казани доверяют Алене Пестовой, потому что, ну, там, мы вообще выходцы из медицины. И я очень много своих клиенток вижу, вы руки обрабатывали? И говорят, если ты вдруг
не обработал, вы руки обрабатывают. Ну, типа, они уже идут, это тот пласт и контингент клиентов, который выбирает тебя, потому что ты знаешь, что у тебя безопасно. И они вот такие, как их называют в перманентном макияже, заебанки, которые, ну, вот будут долбить тебя, и это очень важно. Я оставлю это и не буду вырезать, и иногда я вижу, что вы там пишете мне: фу, как ты неграмотно говоришь, а ну-ка сядь на мое место и проговори то, что знаю я. А на самом деле, говорить могу по-разному, начиная от грубого мата, заканчивая профессиональной медицинской терминологией. Но если я начну глушить здесь терминологию медицинскую, вы просто не будете это смотреть. Поэтому развлекаемся, дорогие друзья. Поедем дальше. Итак, зеленое мыло, которое мы добавили тоже в черную банку, в тотальную баночку, да. Зеленое мыло – это средство, которое очень хорошо мы разбавляем с водой. Я вот на эту банку люблю таких 9-10 касаний с целью того, чтобы это была концентрированная история. Зеленое мыло, почему оно называется, вы, наверное, знаете из сада и огорода, что зеленым мылом обрабатывают там растения от тли, от всякой гадости. Вот мы придумали в нашей компании вот такую вот банку зеленого мыла с офигеннейшим просто дорогущим ароматом, в котором добавлены как раз-таки вот эти противовоспалительные средства и антибактериальные средства, которые хорошо снимают краску, пигменты, очень хорошо ухаживают за кожей при этом и обеззараживают ее. И мы делаем такой микс, и в процессе работы, еще раз повторюсь, разные пигменты просто хорошо подтираются. У нас нет мицеллярной воды, у нас есть вода, смешанная непосредственно с зеленым мылом. Это перед процедурой. Этим средством можно хорошо снимать демо-макияж, он отлично себя ведет. Ну, типа, кто-то любит, еще раз повторюсь, мицеллярную воду. Это выходит гораздо экономичнее, чем покупать каждый раз мицеллярную воду, там, да ту же самую воду Гарниер. Нет, мы не пользуемся ей, мы разработали свою, экономим средства. И я очень люблю вот эти процедуры, когда лежит клиент и витают различные ароматы приятнейшие. Это очень сильно расслабляет клиента, и они улетают. В общем, я как бы за такую магию на рабочем месте. Давайте проговорим про простейшие, вообще самые базовые штучки, которые должны быть по-любому у каждого мастера на столе. Вот такое вот ведро. Пакетик снимаем, убираем. Рабочее место чистенькое, аккуратненькое, никакой грязи, не надо большое ведро. Вот у меня здесь рядышком стоит большое ведро, но когда ты работаешь и в белое ведро там кидаешь какую-нибудь грязь, это белое ведро превращается точечно в грязное. Поэтому я рекомендую все-таки черные ведра, которые, можно отмыть, и даже если там что-то останется, это зрительно не будет бросаться в глаза. Дальше однозначно подставка, в которой у меня есть простейшие инструменты на рабочем месте, однозначно кисточки для бровей и для ресниц, маленькие брашики, есть лезвие для карандаша, вот такие брашики для подтираний, да, у нас есть кисточки, а есть вот такие штучки одноразовые, они однозначно есть у всех. Понятно, что у нас есть ватные палочки, и самый любимый инструмент – это такая вот зубочистка, и на кончике у нее ваточка. Она тоже очень здорово подтирает и вычищает все эскизы. В общем, вот такие вот инструменты. А это готовая история, она продается на китайском рынке, то есть вы можете зайти на AliExpress, ссылку обязательно прикреплю, кому не лень, перейдете и закажете. Вот такие вот штуки, очень крутые, во-первых. Во-вторых, есть еще просто зубочистки. Я просто перемешиваю зубочисткой там разные пигменты, не затрачиваю вот эту штуку. То есть еще должна быть обычная зубочистка. Ну и понятно, ватные диски, ватные палочки, салфетки, понятно, что уж тут говорить. Перчатки. Перчатки я люблю разного цвета, для того, чтобы в кадре это, еще раз повторюсь, смотрелось очень красиво. Очень люблю белые перчатки, которые в кадре всегда смотрятся выигрышно. Представим, что вы пришли в новую профессию, у вас нет много денежных средств. Я всегда начинаю непосредственно для такого сегмента, потому что я вспоминаю ту историю про то, когда я прошла базовый курс, мне впихнули вообще все, что нужно было и не нужно было. На самом деле мастеру перманентного макияжа нужно стартовать с самых ходовых цветов для губ. Пусть это будет на старте 2-3 цвета, но я проговорю самые главные. Первый цвет я рекомендую взять кардинал или луна. Даст плотный насыщенный оттенок, можно делать разные техники и получать разные результаты. И медуза холодный розовый, который выполнит также запрос. Вот у вас будут теплые нюдовые и холодный розовый для старта. Обязательно должен быть черный пигмент для глаз, для того, чтобы вы осуществляли процесс работы. Нужны корректоры цвета теплый
холодный, это желтый и оранжевый, для того, чтобы подтеплять и нейтрализовать пигменты. Обязательно нужно пару цветов эспрессо и, допустим, Shadow из гибридной палитры. Пусть они у вас тоже будут для создания плотных, ярких, насыщенных бровей и нейтральных, плотных бровей. И пусть у вас будет парочка любимых цветов моих, 6 и 7 минеральные, которые через год выходят из кожи в ноль. Это, по крайней мере, на старте выполнит все запросы, которые есть у наших клиентов. Да, хочу брови, которые выходят через год, да, хочу брови, которые будут яркие, насыщенные, как у тебя, Алена. Допустим, у меня брови сделаны гибридными пигментами. Ну и губы для начала рекомендую брать то, что чаще всего есть в косметичке у каждой женщины. Первое – это либо нюдовые коричневые оттенки, либо ярко-розовые. Ну да, еще один цвет, который я бы добавила, это что-то пастельное, розовое, для того, чтобы выполнить запрос, создать нежные, красивые розовые губки. Это, конечно, я приветствую. Вот, 1, 2, 3, 4. И понятно, что картриджи. Без картриджей вы не выполните работу на все 100%. Да и вообще, в принципе, не выполните, если у вас не будет простого модуля. Применяется на каждого клиента индивидуально. Одноразовая история, которая абсолютно безопасная. Очень важно картридж открывать перед стартом работы на глазах у нашего клиента. Ну и, конечно же, еще один набор для бровистов, который им абсолютно необходим. Это красящие вещества, хна или обычная краска и окислители. Вот такой вот замечательный набор сегодня мы с вами рассмотрели. Я надеюсь, вам очень понравилось. С вами была Алена Пестова. До скорых встреч!